К обсуждению мирного плана заочно присоединились новые участники. Бойцы ВСУ говорят, что не уйдут из Донбасса, даже по приказу. Бывший соратник Трампа раскритиковал президента США. В его нынешней команде тоже назревает мощный конфликт. Новая российская тактика. Боевые ослы уже были. Теперь на передовой появились верблюды. Тайные гешефты могут стоить Лукашенко сделки с Вашингтоном. В сети появилась информация о серых схемах поставок запрещенного товара не тем субъектам. Дипломатический демарш Навроцкого. Такого от президента Польши не ожидали. Тревога в резиденции Трампа. Вторая за неделю. Отказался выполнить приказ партии и пойти против народа. Запись суда над китайским генералом попала в сеть. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Украинские защитники посылают жесткий сигнал всему миру, но прежде всего Москве и Вашингтону: Донбасс мы не отдадим, даже по приказу из Киева. Об этом бойцы ВСУ на передовой открыто заявили корреспондентам NBC News. Телеканал цитирует нескольких военных. Один назвал так называемый мирный план капитуляцией. Он подчеркнул, решение о судьбе территории не может приниматься без тех, кто сегодня сидит в окопах и каждый день хоронит своих товарищей. Другой военнослужащий признал, дезертирство в армии участились, силы тают, а россияне давят численностью и боеприпасами. Но даже на этом фоне уход из Донбасса для многих остается неприемлемым. Похоже, украинская делегация, отправившаяся в США на очередной раунд переговоров, понимает настрой в армии и в обществе. Секретарь СНБО Рустем Умеров написал в телеграм-канале: есть четкие директивы и приоритеты: защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве. Работаем ради реального мира для Украины и гарантированной безопасности. Обнадеживающим является факт, что американскую группу возглавил Марко Рубио, а не Стив Уитков. Вступительные слова госсекретаря также дают надежду. Мы хотим положить конец убийствам, смерти и страданиям. И я уверен, что украинская сторона тоже этого хочет. Они хотят мира. Но речь также идет и о прекращении войны, которая сделает Украину суверенной и независимой, и вместе с тем предоставит ей возможность для настоящего процветания. Трамп предает Украину. Так пишет Джон Болтон, человек, который работал в овальном кабинете рядом с 45-м президентом США, в колонке для The Telegraph. Бывший советник Трампа обрушился на хозяина Белого дома с жесткой критикой. Он фактически назвал происходящее вокруг Украины хаосом, который Трамп создал своими же руками. И хуже всего то, что, по словам Болтона, новая дипломатическая активность Вашингтона неожиданно сыграла в пользу Владимира Путина. По мнению Болтона, Трамп снова действует по своей фирменной схеме, без стратегии, без понимания последствий, с хаотичными переговорами ради переговоров и постоянной гонкой за красивой картинкой. Главное — объявить о сделке. Любой, с кем угодно. Цена США и Украины его волнует меньше, чем собственный имидж. Болтон даже намекает, что Трамп спешит к миру ради одной цели — Нобелевской премии, заявку на которую нужно подать до 31 января. Болтон подчеркивает, соглашение без гарантий безопасности — это ловушка, это именно то, на что рассчитывает Кремль. При этом, как отмечает Болтон, Трамп демонстрирует уступчивость не только Путину. После жалобы Си Цзиньпина американский президент позвонил и премьеру Японии. По данным СМИ, попросил ее не будоражить тему Тайваня. Однако есть повод и для оптимизма. Болтон пишет, что влияние Трампа постепенно рассыпается. В республиканской партии растет сопротивление его курсу по Украине. И если эта тенденция продолжится, хаотичное давление на Киев может ослабнуть.
Украинские беспилотники прорвались вглубь России. На этот раз под удар попал Татарстан, один из ключевых регионов, ведь тут сосредоточено основное производство шахедов. Местные жители пишут о серии взрывов. Громкие хлопки слышали в Елабуге, Нижнекамске и Альметьевске. В аэропорту Нижнекамска объявлен план «Ковер». Это режим полной защиты объекта от угроз из воздуха. В чатах жители сообщали, часть ударов пришлась именно на сторону особой экономической зоны Алабуга, где размещено производство дронов «Камикадзе». Минобороны Российской Федерации подтвердила атаку, но привычно отчиталась лишь о сбитом БПЛА. Сколько их было на самом деле, молчат. Это уже второй удар за 2 дня. 28 ноября сообщалось, что на территории Алабуги произошел пожар на впечатляющей площади в 5000 квадратных метров. Дипломатический демарш президента Польши Кароль Навроцкий не слынет большим другом Украины, но в этот раз он пошел на неожиданный шаг. Глава польского государства отменил свою встречу с Виктором Орбаном из-за недавнего визита венгерского премьера к Путину. Правда, сам визит Навроцкого в Будапешт состоится. Как заявляют в его администрации, президент Польши по-прежнему планирует принять участие в саммите Вышеградской группы. Отменена лишь двусторонняя встреча с Орбаном. Представитель Навроцкого Мартин Пшидащ объяснил решение просто. Визит Орбана в Москву и его контекст полностью несовместимы с позицией Польши. Возможно, сыграла свою роль и критика политических конкурентов внутри страны. Премьер Дональд Туск накануне поездки намекнул, что встречаться с другом Путина, особенно сейчас, не лучшая идея. Орбан же не ограничился верноподданническим визитом к Путину. Он заявляет, что Киев должен смириться с потерей территории и ролью буферной зоны. Параллельно венгерский премьер пишет Урсуле фон дер Ляйен письма с призывами начать прямые переговоры с Кремлем и прекратить финансировать Украину. Лукашенко попал в центр нового международного скандала. Арабские медиа и эксперты сообщают, Беларусь может быть глубоко вовлечена в тайную схему поставок оружия хуситам, одной из наиболее воинственных группировок Ближнего Востока, ведущей войну в Йемене и атакующей суда в Красном море. По данным ресурса Yemen Online Info и сообщениям арабистки Дины Леснянской, Иран активизировал каналы снабжения хуситов, подключив к схеме белорусскую транспортную компанию Rada Airlines. Самолеты авиакомпании якобы выполняли рейсы из Тегерана в районы вокруг Красного моря. Предполагаемые точки выгрузки в Сомали, Эритрее или Судане. Дальше классическая схема. Оружие малыми судами переправляют в контролируемые хуситами районы Йемена. Интересно, как такая помощь режима Лукашенко хуситам и их хозяевам в Иране понравится Израилю и США. А ведь диктатор так рассчитывает на некую сделку с администрацией Трампа. Тем временем в резиденции президента Соединенных Штатов очередная тревога. Второй раз за неделю. На днях была стрельба у Белого дома. Теперь пришлось задействовать F-16. Истребитель подняли в воздух после того, как гражданский самолет влетел в запретную зону над резиденцией Дональда Трампа в Палм-Бич. Лайнер, название которого не раскрывают, нарушил временно ограниченное воздушное пространство и был оперативно выведен из зоны патрульным F-16. Никакой угрозы, по словам военных, не возникло. Российские оккупанты несут потери не только от украинских защитников. В Z-каналах сообщают о дезертире, который расстрелял 6 сослуживцев и сбежал с оружием. Похоже, причина такая: оккупанта вернули из плена и сразу же отправили снова на войну в составе 83-го мотострелкового полка. Там он напился, поссорился со своими сослуживцами, расстрелял их и сбежал. Теперь в зоне побега оккупанты вынуждены быть постоянно начеку не только из-за украинских сил специальных операций. Как пишут Z-блогеры, весь личный состав ходит с оружием в целях безопасности, а местоположение мстителя пока остается неизвестным. В команде Трампа зреет взрыв. Правда, точат ножи тут не на шефа, а для схватки между собой. Как пишет Financial Times, Пит Хексет и Дэниел Дрискл друг друга терпеть не могут. По данным издания, отношения между главой Пентагона и министром армии, мягко говоря, на грани. Дрискл давно поглядывает на кресло Хексета и уже прозрачно дал понять, что готов возглавить Пентагон, если нынешнего шефа уберут за скандалы или политические ошибки. Один из бывших чиновников Минобороны прямо
говорит изданию, Дрискал хочет наверх и хочет очень сильно. Ему 38, и он уже самый молодой министр армии в истории США. Он контролирует 185 миллиардов армейского бюджета, миллион военных, 250 000 гражданских сотрудников и весь цикл закупок оружия. Дрискал активно подключает частный капитал, инвестиционные фонды и техкомпании. Его влияние быстро растет, а главное, он протеже вице-президента Венса. Дикость даже по меркам российской армии. На Лиманском направлении фиксируют все больше вояк-агрессора, которые идут в атаку без касок, без бронежилетов, а порой и без оружия. Об этом пишут уже даже на Западе. Журналисты The Telegraph изучили видео с фронта и поговорили с украинскими военными. Собеседник издания рассказывает, год назад такого не было вообще. Сегодня это стало нормой. Фото погибших россиян, которые показала бригада, подтверждают: никакой защиты. Командирам, похоже, все равно. Эксперты объясняют причину. Из-за огромных потерь и экономических проблем Россия банально не может обеспечивать свои войска защитным снаряжением. Штурмовиков называют одноразовыми, им дают минимальное обучение и минимум снаряжения, потому что командование бережет ресурсы, а не людей. Но есть и еще одно объяснение. Командиры посылают солдат в бой, так сказать, голыми в качестве наказания за неповиновение. Параллельно усиливается практика так называемых верблюдов, невооруженных и незащищенных бойцов, которых гоняют пешком под огнем, чтобы таскать на позицию еду и боеприпасы. Дроны уничтожают их быстро, поэтому командиры отправляют их группами, надеясь, что хоть кто-то добежит. Китайский генерал отвечает перед судом. Он отказался выполнять приказ, а приказ был стрелять в народ. Секретная многочасовая запись процесса над Сюй Цинсянем чудесным образом попала в YouTube спустя десятилетия. Большинство при слове Тяньаньмэнь вспоминает фото одинокого мужчины с авоськой, остановившего колонну танков на пустой площади. Но был и генерал, который отказался эти танки вводить в столицу Китая. Утечка взорвала китайский сегмент интернета, а расшифровку первой части уже выложил China Digital Times, ресурс, который запрещен не только в Китае, но и в России. Генерал не раскаялся и на суде. Для многих коммунистический режим КНР представляется монолитом, но решение военной верхушки перейти на сторону народа в критический момент может быстро разрушить эту систему. Похоже, Си Цзиньпин не забыл этот случай, и это хорошо объясняет постоянные чистки в армии. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.